Однажды ранней весной, когда морозные ночи уже отступили, но на ветвях деревьев еще не проклюнулись первые листочки, женщина, хозяйка уютного дома на окраине небольшого городка, услышала у своего крыльца слабое, протяжное мяуканье. Ветер покачивал старые доски веранды, а весенний воздух был прозрачен, но все еще прохладен. Она вышла на крыльцо и увидела кошку. Изможденную, грязную, постаревшую, с потухшими глазами и худым, словно искривленным телом. В первый момент женщина испугалась, не за себя, а за это уязвимое, беспомощное создание. Казалось, оно не проживет и часа. Внезапная мысль промелькнула в ее голове. Может, зверушка смертельно больна? Все тело кошки дрожало, дыхание было горячим и часто прерывалось судорожным кашлем. Она смотрела на хозяйку, словно умоляя: «Помоги мне». Женщина знала, у нее уже есть несколько питомцев, которые привыкли к домашнему уюту. Но впустить в дом еще одну, старую и непрошенную гостью, было рискованно, кошка могла быть больна или заразна. Тогда она приняла взвешенное и мудрое решение: не дать ей погибнуть в одиночестве и холоде, но при этом не подвергать ей опасности дом и других животных. Она принесла миску с теплой водой и сухим кормом, мягким, специально размоченным, чтобы кошке было легко есть. Кошка, осторожно понюхав еду, начала приподниматься, словно возвращаясь к жизни. В ее глазах впервые вспыхнула надежда. Ночь была тихой, лишь ветер шуршал в ветвях, да доносился слабый дыхательный хрип пушистого существа. Женщина оставила для нее запас еды и воды, завернула в старое одеяло, чтобы ей было тепло. На следующее утро хозяйка вышла на веранду с опаской. Ей не хотелось верить глазам, но кошка все еще была жива. Она медленно поднялась на лапы и тихо мяукнула. Сердце женщины ёкнуло. В этом мяуканье ей почудился не просто зов о еде, а словно признание: «Я жива, благодарю тебя». Ее руки, дрожа от волнения, накрыли кошку, и она почувствовала под пальцами слабый, но явственный отклик шерсти. Это было так трогательно. В этот день повторился вчерашний ритуал: миска с едой, вода, немного ласки. Женщина не знала, что делать дальше, ее сердце и разум разрывались от эмоциональной борьбы. С одной стороны, желание спасти, с другой — страх ответственности. Прошла неделя. Каждый день повторялся один и тот же сценарий. Хозяйка просыпалась раньше обычного, сначала умывалась, потом спешила на веранду узнать, осталась ли кошка. Она кормила ее, меняя рацион на более питательный, иногда добавляла консервированный паштет, иногда вареную куриную грудку, немного риса. Воды она пила много, признак того, что организм приходил в себя. Со стороны это выглядело как забота, добровольное служение. Для женщины это было возвращением к истокам, ей хотелось помочь угасающему миру ожить. В свободное время она читала в интернете статьи, смотрела ролики и советы о том, как ухаживать за пожилыми кошками. Постепенно сомнения исчезали, приходила уверенность в себе. Наконец, через неделю она решила: нельзя оставить ее умирать здесь, у порога. Нужно делать что-то серьезное, показать ветеринару. Женщина взяла кошку на руки и заметила, как та обмякла от слабости. Ей было тяжело даже поднять лапки. Это стало сердечным ударом. Она уложила ее в теплую переноску, постелив на дно мягкую ткань, словно говоря: «Я с тобой, малышка». Они поехали вместе, ветеринарная клиника находилась неподалеку, но дороги пересекал овраг, где еще лежал снег, обледеневшие тропинки сверкали, вызывая беспокойство. Женщина всю дорогу говорила кошке нежным голосом: «Держись, все будет хорошо». В кабинете было светло и прохладно. Ветеринар выслушал ее рассказ и после осмотра сказал: животное старое, заражено инфекциями, имеет хронические заболевания, например, артрит и проблемы с печенью. Диагноз требовал дорогостоящего лечения и вакцинации. Женщина на мгновение поникла головой, но потом решительно произнесла: «Хорошо, делайте все, что нужно. Назовите сумму». Она достала все имеющиеся у нее деньги и сказала, что готова платить. Началась долгая и ответственная череда процедур: уколы от инфекций, лекарственные капли, мази, антибиотики. Каждый день новый укол, новая капля, новая домашняя процедура.
Женщина вписала график лечения в свою жизнь как высшее обязательство. Кошка переносила все это тяжело. Из-за возраста и ослабленного организма ей было больно. Бывали дни, когда после укола кошку рвало, а она не могла идти, задыхалась, тогда женщина плакала, но оставалась рядом, обмахивала веером горячие ушки, увлажняла ей дыхательные пути. Эти мгновения особенно обнажали душу женщины, ее обостренное сочувствие, достоинство и волю. Спустя 2 недели лечения женщина заметила улучшение. Кошка стала пить больше воды, ее шерсть сделалась чуть менее тусклой, расческа впервые вернула ей проблеск лоска. Она занесла ее в дом, устроила на самом мягком кресле, укрыла теплым одеялом. Кошка сначала осторожничала, озиралась, но потом медленно начала исследовать новое место. Несколько дней спустя она впервые сама посетила лоток. Этот первый самостоятельный поступок показал, лекарство действует, восстановление идет. От радости женщина тихо подпрыгнула и сказала: «Молодец! Ты смогла!» И обняла ее мягкую спинку. Наступило утро, потом другое, и кошка начала выходить на веранду, туда, где начиналась их общая история. Сначала она ступала медленно, осторожно поднимая лапки и прислушиваясь к каждому шороху. Ветер легко дул, струйками залетали розовые лепестки вишни. Кошка выглядела так, словно испытывала всю гамму ощущений впервые за много лет: запахи, звуки, ветер. Женщина наблюдала за ней из окна с чашкой травяного чая. Сердце наполнялось гордостью и умиротворением. Она испытывала благодарность к судьбе и радовалась мелочам. Она идет сама, она дышит, свободно ее глаза, живые. Жизнь не терпит бессмысленности, но порой дарит светлые завершения, и это было именно таким финалом, который выбрала женщина. Она знала, старость неизлечима, и каждому существу отмерен свой срок. Но она не собиралась наблюдать за приближением конца безучастно. Они вместе с кошкой проживали ее последние дни в тепле, уюте и заботе. Каждый вечер женщина готовила плюшевую горку одеял, тихую постель, потом садилась рядом и читала ей вслух что-нибудь: старую сказку о маленьких животных, истории про цветы и солнце, нежную философию о дружбе. Кошка слушала, зарывшись носом в ее ладони, и слегка мурлыкала. Иногда она просыпалась ночью, вздыхала, и тогда женщина брала ее на руки, гладила шерсть и шептала: «Я здесь, ты не одна, я с тобой», и это были последние аккорды их общего концерта, нежные, но полные любви. Прошло несколько месяцев. Кошка тихо уснула в доме, с мыслями о тепле и безопасности, которых она почти не знала раньше. Женщина долго сидела на веранде, смотрела на пустое кресло у окна, на весенние ветви, вспоминая ее мягкий силуэт, тихое мяу по утрам и серебристое мерцание шерсти. Она гордилась: не спасать мир, не менять глобально, а помочь одному существу, подарить ему последние дни, наполненные любовью. Это был ее подвиг, подвиг доброты. И она знала, где-то в другом доме, где-то упадут ласковые лучи, и помощь однажды вернется к ней в виде вдохновения помочь еще кому-то. Это история о сострадании, об ответственности, о том, что даже малая капля заботы может стать океаном для того, кто нуждается в помощи. Это видео о любви без границ, любви к тем, кого мы едва знаем, но кого в силах согреть. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Поделитесь, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!